Вы когда-нибудь задумывались о том, почему некоторые люди естественным образом привлекают деньги, в то время как другие постоянно борются с финансовыми трудностями? Что бы вы сказали, если бы я сказал вам, что существует древний символ, хранимый буддийскими мастерами на протяжении веков и способный полностью изменить вашу финансовую реальность? Шокирующая правда заключается в том, что 97% людей совершенно не подозревают об этом изменяющем жизнь знании. Среди стольких пустых обещаний мгновенного процветания необычное открытие вызывает переполох среди экспертов по проявлениям и изобилию. Мифический золотой цыпленок, выходя далеко за рамки простого талисмана удачи, на самом деле представляет собой священный кодекс процветания, который, если его правильно активировать, способен привлечь богатство почти чудесным образом. Но будьте осторожны, эти знания не для всех. Только те, кто действительно готов к глубокой трансформации, смогут получить доступ к полному потенциалу этого священного символа. И если вы смотрите это видео прямо сейчас, то это не случайно Вселенная сговорилась, чтобы это послание дошло до вас именно сейчас. Среди непрекращающегося поиска процветания и внутреннего мира, который мы все разделяем, возникает древняя традиция, объединяющая древнюю мудрость буддизма с глубокими русскими обычаями. То, что вы сейчас соприкасаетесь с этим трансформирующим знанием, не случайно, как уже поняли многие искатели финансового изобилия, для каждого откровения есть время. Стоит отметить, что Вселенная устроена загадочным образом, и, возможно, вы уже знакомились с революционной электронной книгой «Проявление изобилия за 28 дней», которая помогает тысячам людей привлечь богатство и процветание с помощью мощных ежедневных практик. Но сегодня мы углубляемся в древние знания. В русской культуре существует глубокая связь с символами изобилия, которые прекрасно гармонируют с буддийскими учениями о проявлении и законе притяжения. Это уникальное сочетание мудрости дало удивительные результаты для тех, кто стремится не только к материальному успеху, но и к внутреннему миру и гармонии в своей жизни. Российские буддийские мастера на протяжении веков разрабатывали особые практики, сочетающие восточную дисциплину со славянским мистицизмом, создавая уникальный путь к процветанию. Интересным аспектом этой традиции является то, как она подходит к вопросу материального проявления, не вступая в противоречие с буддийскими принципами непривязанности. Фактически, они учат, что истинное финансовое изобилие может процветать только тогда, когда существует баланс между материальным и духовным. Представьте себе лиственное дерево, его корни должны быть такими же глубокими, как и высокие ветви. Аналогично, чем больше вы развиваете свою духовность, тем большей будет ваша способность привлекать материальные ресурсы и управлять ими. Мастера этой традиции подчеркивают, что восстановление финансового баланса начинается с небольших ежедневных ритуалов. Например, они рекомендуют начинать каждое утро с момента благодарности, визуализируя золотой свет, исходящий из центра груди и расширяющийся, приносящий радость и процветание во все аспекты жизни. Интересно отметить, что эта практика напоминает древние буддийские техники медитации, но с особенностями, специально приспособленными для привлечения материального изобилия. Русская мудрость добавляет в этот процесс уникальные элементы, такие как важность лунных циклов для усиления проявлений. Они обнаружили, что определенные фазы Луны значительно усиливают притягивающую силу процветания, особенно в сочетании с буддийскими практиками осознанности. Например, во время растущей Луны рекомендуется произносить конкретные позитивные аффирмации, направленные на финансовый рост, сохраняя при этом позу полного присутствия и осознанности. Другим важным аспектом этого слияния мудрости является концепция ускоренного сбора кармического урожая. Русские мастера обнаружили, что, согласовав определенные буддийские практики с природными ритмами русских времен года, можно создать энергетическое поле, способствующее более быстрому проявлению успеха и процветания. Это не означает игнорирование естественного причинно-следственного процесса, а, скорее,
создании более благоприятных условий для более быстрого цветения семян изобилия. Традиция также подчеркивает важность сообщества на пути к процветанию. Вопреки тому, что многие думают, поиск богатства не обязательно должен быть путешествием в одиночку. Круги процветания, современная адаптация древних буддийских учебных кружков, являются ярким примером того, как объединение энергии может катализировать положительные проявления для всех участников. Когда люди с одинаковыми целями финансового изобилия собираются вместе с чистым намерением, сила проявления увеличивается в геометрической прогрессии. Одним из наиболее интригующих аспектов этой традиции является то, как она подходит к вопросу о заслугах. Многие люди блокируют собственное процветание, потому что не чувствуют себя достойными изобилия. Российские мастера, сочетая буддийское сострадание с конкретными практиками повышения самооценки, разработали мощные методы растворения этих блокировок. Один из них включает в себя ежедневный ритуал «золотого зеркала», когда утром человек смотрит в зеркало и произносит определенные утверждения на древнерусском языке, которые в переводе имеют одинаковую силу на любом языке. Практика благодарности, столь важная для буддизма, приобретает новое измерение, если рассматривать ее через призму русской традиции процветания. Они учат, что благодарность должна быть не просто пассивным чувством, а активной силой трансформации. Например, при получении любой суммы денег, даже самой маленькой, рекомендуется совершить небольшой ритуал благодарности, визуализируя, как эта сумма размножается, как семена в плодородной почве. Концепция священного пространства процветания – еще один уникальный элемент этой традиции. Мастера учат, что каждый человек должен создать в своем доме небольшой алтарь или пространство, посвященное изобилию. Это не обязательно должно быть традиционное религиозное место, а скорее центр ваших намерений процветания. Это может быть так же просто, как небольшая полка со значимыми предметами, которые символизируют для вас изобилие, в сочетании с традиционными русскими и буддийскими элементами для усиления энергии. Практикующие эту традицию также осознали важность гармонизации различных аспектов жизни для создания среды, способствующей процветанию. Нет смысла проводить все ритуалы, если в вашем доме беспорядок или если ваши отношения разбалансированы. Поэтому они разработали целостную систему, включающую в себя практики организации пространства, похожие на фэн-шуй, но с русскими элементами, техники гармонизации отношений и методы энергетического очищения рабочей среды. Традиция учит, что настоящее хорошее здоровье является фундаментом проявления изобилия. Мастеры разработали серию физических и дыхательных упражнений, сочетающих в себе элементы буддийской йоги с традиционными русскими укрепляющими практиками. Эти упражнения не только сохраняют здоровье тела, но и повышают способность привлекать и сохранять положительную энергию, необходимую для успешных проявлений. Особенно интересен их подход к вопросу времени. По их мнению, время не является линейным, когда дело касается проявления. Они разработали особые методы, позволяющие изгибать время и ускорять проявления, всегда соблюдая естественные законы Вселенной. Одна из таких техник предполагает создание временных точек силы, определенных моментов дня, месяца и года, когда потенциал проявления наиболее высок. Традиция также подчеркивает важность ведения подробных записей о ваших практиках и проявлениях. Это не только помогает развивать дисциплину, но и создает мощную положительную обратную связь. Мастеры рекомендуют вести дневник изобилия, куда вы записываете не только свои цели и проявления, но также свои идеи, мечты и синхронности, связанные с процветанием. Эта запись становится мощным инструментом трансформации и обучения. Самое интересное – это то, как эта традиция рассматривает отношения между мыслью и материальной реальностью. В отличие от некоторых более упрощенных подходов к закону притяжения, они понимают, что проявление – это не просто позитивное мышление, а создание полной гармонии между мыслью, эмоциями, действиями и духовной энергией. Это похоже на оркестр,
где все инструменты должны быть настроены и играть синхронно, чтобы создать идеальную песню. На протяжении веков мощные символы вели человечество к процветанию и финансовому изобилию. Среди этих древних символов выделяется необыкновенная фигура, изменившая жизни во всем мире – мифический золотой цыпленок. Этот древний символ несет в себе такую мощную энергию привлечения богатства, что привлек внимание не только духовных искателей, но и исследователей процветания в разных культурах. Когда мы говорим о проявлении изобилия в нашей жизни, многие думают только о современных методах визуализации или современных практиках закона притяжения. Однако древняя мудрость подарила нам мощные символы, которые действуют как настоящие катализаторы процветания. Золотая курица, в частности, представляет собой энергетический портал, через который естественным образом текут материальные и духовные благословения, принося с собой волну мира и гармонии во все аспекты жизни. Этот священный символ появляется в жизни человека не случайно. Существует древнее поверье, согласно которому, когда кто-то действительно готов к глубокой трансформации в своих отношениях с изобилием, Вселенная сговаривается подарить ему этот могущественный символ. Как будто высшая сила ведет каждого человека к его судьбе процветания, используя знаки и символы, которые глубоко резонируют с нашим коллективным сознанием. Энергия золотой курицы работает на нескольких уровнях сознания, влияя не только на нашу материальную реальность, но также на наш умственный и духовный характер. Представьте свой разум как сад. Присутствие этого символа действует как небесный садовник, удаляющий сорняки дефицита и сажающий семена изобилия, которые, если их взращивать верой и позитивными действиями, расцветают в конкретные проявления успеха и самореализации. Исследователи процветания обнаружили, что эффективность этого символа тесно связана с его способностью перепрограммировать нашу энергетическую ДНК. Точно так же, как компьютер можно обновить новым программным обеспечением, наше сознание можно перекалибровать, чтобы настроиться на более высокие частоты изобилия. Золотая курица действует как священный код, который, будучи активирован посредством сознательного созерцания, начинает процесс восстановления в нашей энергетической матрице. Интересно наблюдать, как этот символ способен пробуждать в нашем подсознании воспоминания предков об изобилии. Эти воспоминания, будучи активированы, начинают влиять на наши повседневные решения, наше отношение к проблемам и, прежде всего, на нашу способность распознавать и использовать возможности для финансового роста. Как будто активируется внутренний GPS, который естественным образом направляет нас к выбору, который способствует нашему процветанию. Самый интригующий аспект золотой курицы – ее способность создавать поле гармонического резонанса, привлекающее благоприятные обстоятельства. Думайте об этом как о космической антенне, точно настроенной на частоту вселенского изобилия. Когда мы сознательно соединяемся с этим символом, мы начинаем излучать аналогичную вибрацию, которая, в свою очередь, привлекает опыт, людей и возможности, соответствующие нашему стремлению к процветанию. Традиция учит, что в определенные моменты дня сила этого символа особенно усиливается. Например, во время восхода Солнца энергия золотой курицы достигает своего пика, что делает это время идеальным для практик визуализации и позитивных аффирмаций. Как будто само Солнце работает как естественный усилитель, усиливая наше намерение проявить хорошее здоровье и финансовое изобилие. Одним из самых удивительных открытий этого символа является его способность создавать эффект домино процветания. Когда человек искренне соединяется с энергией золотой курицы, он не только привлекает к себе изобилие, но и становится каналом, через который благословения могут течь ко всей его семье и сообществу. Это мощное напоминание о том, что истинное процветание никогда не является игрой с нулевой суммой. Чем больше мы делимся, тем больше мы получаем. Сила этого символа проявляется удивительно практично. Многие сообщают о внезапной ясности ума после начала работы с энергией золотой курицы, что позволяет им принимать более решительные финансовые решения.
Другие испытывают заметный рост своих творческих способностей для получения дохода, открывая новые таланты и возможности, которые дремали внутри. Золотая курица также действует как мощный энергетический защитник, создавая естественный щит от энергии дефицита и ограничений. Это похоже на духовного опекуна, который занимается исключительно вашим процветанием и неустанно работает за кулисами, чтобы гарантировать, что ваш путь к изобилию не будет иметь ненужных препятствий. Самым преобразующим аспектом этого символа является его способность исцелять наши отношения с деньгами и изобилием. Многие из нас несут в себе травмы и ограничения, унаследованные от наших семей или прошлого опыта. Энергия золотой курицы действует как целебный бальзам, мягко растворяя эти блокировки и позволяя новому повествованию о процветании утвердиться в нашей жизни. Древняя мудрость учит нас, что истинная сила этого символа заключается не только в его способности привлекать материальные блага, но и в его способности создавать целостную трансформацию. Когда мы сознательно работаем с энергией золотой курицы, мы естественным образом начинаем испытывать больше радости в нашей жизни, более гармоничные отношения и более глубокое чувство цели и удовлетворения. Мастера процветания обнаружили, что между этим символом и другими практиками проявления существует особая синергия. Например, когда мы объединяем энергию золотой курицы с благодарностью и методами творческой визуализации, мы создаем чрезвычайно мощное энергетическое поле для быстрых и длительных проявлений. Это похоже на создание идеального рецепта, в котором каждый ингредиент усиливает другой. Самое необычное в этом символе то, что его сила трансформации не знает границ времени и пространства. Даже во времена очевидных глобальных экономических трудностей те, кто поддерживает сознательную связь с энергией золотой курицы, часто сообщают о чудесном опыте финансовой защиты и даже неожиданном росте своих материальных ресурсов. Существует удивительный универсальный принцип, который мало кто по-настоящему понимает – закон умножения через обмен. Это древняя истина, которая на протяжении веков преобразовывала жизни людей, показывает, что путь к привлечению финансового изобилия тесно связан с нашей способностью делиться благословениями с другими. Не случайно самые преуспевающие люди в мире часто являются также великими филантропами. Они открыли преобразующую силу создания благотворного цикла процветания. Когда мы делимся чем-то ценным, будь то знаниями, ресурсами или даже позитивным посланием, мы активируем космический механизм умножения. Это похоже на посадку семени в плодородную почву. Каждый акт обмена становится семенем изобилия, которое неизбежно вернется в умноженном виде. Учителя процветания уже давно учат, что истинное богатство не уменьшается, если его разделить. Напротив, оно расширяется зачастую загадочным и удивительным образом. Современная наука начинает понимать то, что уже знали древние мудрецы. Между всеми вещами существует глубокая взаимосвязь. Когда мы делимся позитивной энергией через вдохновляющие послания, мы создаем волны трансформации, которые выходят далеко за пределы нашего непосредственного понимания. Это как бросить камень в озеро, рябь расширяется до бесконечности, касаясь берегов, которых мы не видим. Акт обмена с чистым намерением создает энергетическое поле притяжения, которое неожиданным образом притягивает процветание. Многие люди сообщают о необычных переживаниях после того, как начали практиковать осознанное общение. Возможности появляются из ниоткуда, а случайные встречи приводят к выгодному партнерству, а двери, которые казались закрытыми, естественным образом открываются. Как будто Вселенная ответила на нашу щедрость еще большим изобилием. Существует особая техника, позволяющая максимизировать эффективность обмена – сознательное умножение. Когда вы делитесь чем-то ценным, делайте это с полным присутствием и позитивными намерениями. Визуализируйте, что каждый человек, который получит ваше сообщение, получит какую-то пользу. Представьте себе, что положительная энергия расширяется, как золотой свет, затрагивая жизни и трансформируя реальность. Эта простая,
Но мощная практика экспоненциально увеличивает энергетическую отдачу от вашего обмена. Древняя мудрость учит нас, что наступает идеальное время для того, чтобы делиться, когда наше сердце действительно настроено на желание принести пользу другим. В этом состоянии внутренней гармонии наши действия приобретают особую силу проявления. Это похоже на серфинг на идеальной волне. Когда выбран правильный момент, даже небольшие усилия могут дать выдающиеся результаты. Итак, прежде чем поделиться чем-либо, остановитесь на мгновение и осознайте свое истинное намерение. Делиться также действует как мощный очиститель энергии. Когда мы делимся радостью и отстраненностью, мы естественным образом освобождаемся от блоков, которые могут препятствовать нашему собственному процветанию. Это похоже на очистку канала. Чем больше мы делимся, тем больше места мы создаем для получения новых благословений. Многие люди обнаруживают, что как только они начинают регулярно делиться информацией, старые финансовые заботы начинают естественным образом растворяться. Увлекательное открытие о силе обмена информацией заключается в том, как она влияет на наше душевное спокойствие. Когда мы делимся чем-то ценным, наш мозг высвобождает положительные нейротрансмиттеры, которые способствуют благополучию и ясности ума. Это повышенное состояние сознания делает нас более восприимчивыми к идеям и возможностям, которые могут привести к большему успеху и самореализации. Это благотворный цикл, в котором акт отдачи готовит нас к получению еще большего. Мастеры процветания разработали практику под названием «стратегический обмен». Идея состоит в том, чтобы определить ключевые моменты, в которых сила умножения особенно усиливается. Например, общение во время растущей Луны или в моменты высокой коллективной энергии может значительно улучшить результаты. Это похоже на посадку семян в самый благоприятный сезон. Отдача, как правило, намного выше. Истинная сила обмена проявляется, когда мы начинаем выходить за рамки сиюминутных выгод. Каждый акт щедрости создает положительную энергетическую запись, которая продолжает приносить плоды еще долгое время после первоначального действия. Это похоже на постоянные инвестиции в процветание. Чем больше мы делимся, тем больше растет наш космический счет, генерируя дивиденды изобилия, которые могут проявляться удивительным образом. Мощный метод усиления силы обмена – это то, что древние называли «золотым кругом». Прежде чем поделиться чем-то ценным, визуализируйте золотой круг энергии, окружающий вас и всех, кого затронет ваше сообщение. Внутри этого круга молча подтвердите свое намерение, чтобы все были благословлены процветанием, здоровьем и радостью. Эта практика создает защитное энергетическое поле, которое усиливает силу проявления. Совместное использование также действует как мощный катализатор синхронности. Когда мы делимся с чистым намерением, мы словно активируем космический GPS, который направляет нас к людям и ситуациям, наиболее благоприятным для нашей эволюции. Многие сообщают о случайных встречах с ключевыми людьми или об открытии уникальных возможностей вскоре после практики осознанного обмена информацией. Часто упускаемый из виду аспект силы обмена – это его способность создавать мосты к процветанию. Когда мы делимся чем-то ценным, мы создаем энергетические связи с людьми, которые резонируют с нашей частотой изобилия. Эти связи могут превратиться в процветающее партнерство, возможности для бизнеса или неожиданные источники поддержки и ресурсов. Это похоже на плетение невидимой паутины процветания, которая постоянно расширяется. Самое необычное в силе совместного использования состоит в том, что она действует одновременно в нескольких измерениях. Работая на материальном плане, делясь ценными ресурсами и информацией, мы также создаем позитивные изменения на более тонких уровнях реальности. Эта многомерная трансформация часто проявляется как глубокое чувство целостности и восстановления во всех сферах жизни. Старейшины сказали, что каждый акт искреннего обмена создает обратную волну, в 7 раз более мощную, чем первоначально вложенная энергия.
Это умножение не просто материальное, оно проявляется во всех измерениях нашего существования, привнося в нашу жизнь больше любви, гармонии и успеха. Секрет в том, чтобы сохранять открытое сердце и доверять процессу, зная, что Вселенная всегда работает на тех, кто делится щедро и с чистыми намерениями. В условиях финансовых потрясений, с которыми сталкиваются многие, есть малоизвестный путь к истинной свободе от денежных забот. Эти древние знания, сохраненные мастерами процветания на протяжении веков, показывают, как можно преодолеть финансовые ограничения и привлечь изобилие почти чудесным образом. Секрет в том, чтобы понять, что финансовые проблемы на самом деле являются замаскированными посланниками, указывающими на глубокие преобразования, которые вот-вот произойдут в нашей жизни. Представьте свои финансовые проблемы как проплывающие облака по небу вашего сознания. Подобно тому, как самые плотные облака в конечном итоге рассеиваются, открывая яркое солнце, экономические трудности начинают рассеиваться, когда мы принимаем новый взгляд на изобилие. Мастера учат, что этот процесс трансформации следует определенной схеме. Сначала происходит принятие настоящего момента, за которым следует изменение частоты вибрации, что естественным образом привлекает неожиданные решения. Одним из самых удивительных открытий в этой области является то, что эксперты называют принципом финансового разворота. Это явление возникает, когда человек достигает критической точки трансформации в своих отношениях с деньгами. Это как если бы щелкнул космический переключатель, полностью меняющий поток энергии. Там, где когда-то был дефицит, начинает течь изобилие. Ключ в том, чтобы распознать признаки этого неминуемого разворота и оставаться открытым для принятия. Процесс освобождения от финансовых забот тесно связан с нашей способностью восстанавливать энергетический баланс во всех сферах жизни. Интересно наблюдать, как, когда мы начинаем осознанно работать с энергией процветания, другие сферы естественным образом приходят в гармонию. Отношения улучшаются, здоровье укрепляется, а профессиональные возможности появляются как по волшебству. Это положительный эффект домино, который начинается с фундаментального изменения в наших отношениях с изобилием. Существует древняя техника под названием «дыхание изобилия», которая помогла бесчисленному количеству людей растворить финансовые блоки. Практика проста, но глубоко преобразует. Глубоко вдохните, представляя, как золотой свет наполняет ваше тело, и выдохните, освобождая от всех финансовых забот. С каждым вдохом представляйте, что ваши клетки запрограммированы на привлечение и поддержание процветания. Эта практика, если выполнять ее последовательно, создает ощутимые изменения в вашей материальной реальности. Мастера процветания обнаружили, что в каждом финансовом путешествии есть энергетический поворотный момент. Это волшебный момент, когда все части начинают естественным образом вставать на свои места. Чтобы ускорить этот процесс, они рекомендуют особую ежедневную практику благодарности. Будьте благодарны не только за то, что у вас уже есть, но особенно за то, что еще впереди. Это похоже на создание магнитного поля притяжения для новых возможностей и ресурсов. Важнейшим аспектом этого процесса является то, что мудрецы называют согласованием с частотой изобилия. Точно так же, как радио должно быть настроено на правильную частоту, чтобы поймать станцию, наше существо должно быть настроено на частоту процветания, чтобы привлечь финансовое изобилие. Такое выравнивание происходит естественным образом, когда мы практикуем сознательные действия, направленные на рост и расширение, всегда держа наше сердце открытыми для получения неожиданных благословений. Древняя мудрость учит нас, что финансовые заботы на самом деле являются замаскированной возможностью для духовного роста. Когда мы сталкиваемся с экономическими проблемами с правильной точки зрения, они становятся катализаторами личной эволюции. Как будто Вселенная преподносит нам ускоренный курс проявления изобилия, где каждое преодоленное препятствие делает нас сильнее и мудрее. Увлекательное открытие – это сила того, что мастера называют
полем бесконечных возможностей. Это поле активируется, когда мы фокусируемся на решениях, а не на проблемах. Удивительно, как, сместив свой умственный фокус, мы начинаем привлекать именно те ресурсы, людей и возможности, которые нам необходимы для процветания. Это как универсальный помощник, работающий 24 часа в сутки для решения наших финансовых вопросов. Практика сознательной непривязанности – еще один мощный инструмент на этом пути. Это кажется нелогичным, но чем больше мы отстраняемся от конкретных результатов, тем легче к нам течет изобилие. Мастера сравнивают это с открытием окон дома, когда мы освобождаемся от чрезмерной привязанности к заботам, мы создаем пространство для прихода в нашу жизнь новых возможностей. Существует интересный феномен под названием финансовая синхронность, который начинает проявляться, когда мы согласовываем свои действия с нашими истинными целями. Внезапно начинают появляться случайные возможности, нужные люди в нужный момент встречаются на нашем пути, и творческие решения возникают естественным образом. Как будто вся Вселенная способствует нашему успеху, когда мы движемся в правильном направлении. Мощным методом ускорения этого процесса является то, что древние называли финансовым кругом защиты. Визуализируйте золотой круг света, окружающий все ваши ресурсы и инвестиции. Внутри этого круга подтвердите свое намерение ежедневно увеличивать процветание и божественную защиту. Это простая, но эффективная практика создает энергетическое поле, которое естественным образом привлекает и умножает ресурсы. Мастера учат, что существует прямая связь между нашим энергетическим здоровьем и материальным благополучием. Когда мы сохраняем свое энергетическое поле чистым и ярким посредством регулярных практик медитации, физических упражнений и осознанного питания, мы естественным образом становимся более притягательными для возможностей изобилия. Это похоже на уход за ухоженным садом. Чем здоровее почва, тем обильнее урожай. Ключ к длительной финансовой трансформации лежит в том, что мудрецы называют настоящим моментом силы. Когда мы учимся полностью жить в настоящем моменте, свободные от беспокойства о прошлом или тревог о будущем, мы получаем доступ к состоянию сознания, в котором позитивные проявления происходят естественным образом. Именно в таком состоянии мы находим наиболее творческие и эффективные решения любой финансовой проблемы. Древние мастера оставили драгоценные знания о естественном цикле процветания. Так же, как у природы есть свои времена года, наша финансовая жизнь также проходит циклы расширения и сжатия. Мудрость заключается в признании того, что моменты очевидного дефицита – это всего лишь подготовка к новой фазе изобилия. Когда мы сохраняем эту высокую перспективу, финансовые заботы теряют над нами свою власть, освобождая место для чудес.